Беги от него, пока не поздно. В этом видео поговорим о том, что же такого может сделать мужчина, что нужно срочно прям собирать вещи и убегать. Прежде чем продолжим дальше, маленькая просьба к вам. Пожалуйста, нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал. Давайте вместе с вами донесем это видео до большого количества людей, потому что благодаря вашему такому маленькому простому действию оно имеет шансы попасть в избранное YouTube. Когда же нужно убегать от мужчины, даже не пытаясь что-то восстановить, что-то проговорить, выяснить? Всего один момент – это рукоприкладство. Девушки, женщины часто совершают ошибку, когда их ударили впервые, а они продолжают оставаться в отношениях. Мужчина может начинать оправдываться, обещать, что это никогда не повторится, очень красиво извиняться, приносить цветы или, может быть, дарить какие-то прекрасные подарки в ответ. Но нет, это шелковое поведение, оно временное. Если мужчина способен ударить женщину, поймите, он это делает немножечко в состоянии эмоционального эффекта. Так срабатывает его тело, в нем заложен такой шаблон поведения, который срабатывает как по щелчку эмоций, и он так проживает свою эмоциональность. Во-первых, есть часть людей, изначально предрасположенных к этому генетически. И об этом прекрасно рассказывает наука «Дизайн человека». Второй момент. Часть людей развивают в себе эту генетическую предрасположенность путем того, что вырастают в семье, где это принято, где он видел, что так делал папа, он видел, что так страдала мама или рядом кто-то. То есть изначально вот такая нездоровая атмосфера у ребенка формирует в нем способность так выражать свои эмоции. И дальше это прошивается в нейронных связях. То есть в мозгах формируются такие сеточки из нейронов, и он реагирует подсознательно, не отдавая себе отчет. Когда мужчина поднимает руку на женщину, довольно-таки часто он в этот момент не принимает решение это сделать. Как когда вы икаете, вам сложно остановить икоту. Грубое очень сравнение. Конечно, мужчина может себя контролировать. Но примерно вот так. Специально говорю грубое сравнение, чтобы вы прям на контрасте это поняли. Многие женщины не знают этого и думают, что раз он меня ударил, то в следующий раз он может собраться сразу с силой воли и не ударить. Да, чисто теоретически может. Тело его способно, он может, но для этого он должен хотя бы осознать, что с ним происходит. Любая психотерапия начинается с того, что первое, выявляется запрос, проблема, что человек хочет изменить. Второе, дается информация человеку о его проблеме, чтобы он понимал, что с ним происходит. Потому что только когда мы понимаем механику действия процесса, мы понимаем, что именно происходит с нами. Только тогда мы можем опираться на это и в следующий раз тренировать уже навык реагировать по-другому. Если мужчина не понимает, как его тело, так вот мозг реагирует, что ему хочется кого-то бить в состоянии эмоционального эффекта, а может этот эффект выглядеть и очень ровненько, вы можете даже не видеть каких-то ярких эмоций, они могут бурлить внутри на самом деле. Женщина думает, что он может легко сдержаться, мужчина думает, что он может легко сдержаться, но мы как будто боремся с каким-то невидимым врагом, который даже не знаем, как он выглядит. Это как на улице искать воришку и не знать вообще никаких примет, как он выглядит и что, как его вообще найти. Примерно так же происходит, когда мужчина пытается дает обещание своей женщине: я больше так не буду, какое-то время держится, а потом опять срывается, потому что он не проинформирован с научной точки зрения, что вообще с ним происходит. Он часть своего поведения не осознает. Вы это видите со стороны, часть и вы не видите, она очень скрыта где-то в его мимике, например, и часть он осознает. Вот пока он со специалистом не сядет, с психологом, не проведет какое-то количество встреч, психолог не поможет ему увидеть, что с ним происходит, он не начнет это осознавать и замечать, и не получит нужную ему информацию про это, навряд ли он сможет просто силой воли перестать однажды это делать. Это инстинктивное поведение, прописанное в его мозгах, и ему нужна профессиональная помощь.
Поэтому, если вы оказались в такой ситуации, не будьте наивным человеком, который верит, что просто с ним это не повторится. 95% что повторится, потому что обычно кто бил однажды женщину, бьет ее дважды, трижды до тех пор, пока не подходит к решению этой проблемы профессионально, с профессионалом. Если у вас остались вопросы после этого видео, или вы, может быть, хотите поделиться какой-то вашей историей про то, что мужчина бил женщину, смело пишите в комментариях. Прихожу в комментарии, с удовольствием читаю ваши вопросы и рассказы. До встречи в новых видео. Ставьте лайк, если вам понравилось. Приходите в гости на канал. Пока-пока.